Здесь переплетаются два самолета. Один летчик, стрелок-радист захоронен. Стрелки-радисты были перепутаны с самолетами, и два самолета переросли в один самолет. На этом самолете был вытащен планшет. Вот. И в планшете были документы на фамилию Голиков. А когда мы начали поднимать фрагменты из тряпок, кто поднимал бойцов, кто слышал этот запах, вы никогда этот запах ни с чем не спутаете. Мы подняли два кармашка, в которых были, они брезентовые, в которых были лампочки. И я когда унюхал этот запах, люди думают, и я знаю, что там кто-то должен был. Этот запах вы у меня никогда не заберете. Поэтому наша задача сейчас не столько двигатель, конечно, очень хочется его в музей получить, но основная задача, ребят, нам надо разобраться, есть ли они здесь останки. Не приехал свод, жалко, конечно, но, может быть, обойдется без этого погружения. На Вовке мне пришлось погружаться, я вам сразу говорю, на задержке дыхания в эту чачу. Здесь, если это погружаться, здесь вы увидите, то есть масло, кислота, бензин, все это в воде. Это будет гораздо сложнее. Труда будет всем выше крыши. Столько труда будет, что ё-моё. Поэтому готовьтесь, долго не сидите, ложитесь, отдыхайте. Подъем завтра где-то в районе 7 часов вы должны уже быть на ногах. Я всего лишь следопыт поискового движения. Я не ранен, не убит, как таблицу умножения. Я считаю каждый бой по воронкам и окопам, и мои друзья со мной. Весь отряд просолен потом, и мои друзья со мной. Камуфляж просолен потом, чтоб вернуть стране отцов, дедов, прадедов забытых, чтоб стереть солдат клеймо, что не числятся убитых. Как-то в ночь придет солдат, позовет рукой, поманит, он сжимает автомат. На него похож, я знаю, с фотографий солдат. На него похож, я знаю, если знаю, что зовет. Скорей, дружок, в дорогу, за искателем вперед, в тот лесок, и слава Богу, честь и совесть не продал, да и сердце не остыло, чтобы найденный солдат наконец обрел могилу, чтобы русский наш солдат наконец обрел могилу. Ты идешь, друзья идут, ты копаешь, они тоже. Вот во враге самолет, мы пришли, и мы поможем позабытым жизнь вернуть. Да чтоб больше не забыли, дай Бог родину любить, как они ее любили. Вот бы родину любить, как они ее любили. Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25,
Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Я рассчитывал на 600, но он почти целый. Нет, мы не прячемся от вас, но ходим за спиной, как тень. Мы ведь погибли уже раз, но умирали каждый день. Среди тайги внутри болот, на курсах облачных глиссад, домой прервался наш полет. Экипаж ушел в туман. Для нас закончилась война, но и на небо путь закрыт. Застряла под крылом нога, хоть ничего и не болит. Багрянцем выкрашен закат, играет в небе самолет. Мы здесь теперь наверняка, чтоб продолжался их полет. Уже нет нашего полка, страны советской тоже нет, но твердо верим, что не зря, ведь легких не было побед. Могли мы небо обнимать, жалеем только лишь теперь, что маму не поцеловать и не вернуться в бой уже. Два человека у нас сегодня получают эти нашивки, которые прошли этот трудный путь, не отошли от нас и вместе с нами работают. Это Михаил и Вячеслав. Ребят, Нашему полку прибыло. Нам 7 десятков 20 лет, болото высохло давно, в обломках спрятался планшет, но нас отыщут все равно. И яркий свет под толстый слой, и глину экскаватор рвет. Неужто обретем покой? Опять отправимся в полет. Теперь мы вместе налегке, без крыльев, пушек и винтов. В последний раз взлетаем к тем, кто в небесах еще нас ждет. И льются слезы на земле, сползает глина в котлован, а над тайгой, прощая всех, летят ушедшие в туман. И льются слезы на земле, сползает глина в котлован, а над тайгой, прощая всех, летят ушедшие в туман. Летят ушедшие в туман.
За окнами весенний лес летит. Я еду в ленинградской электричке. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой в косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно в виде брошки. Но я прекрасно помню и без лент, как бабка не выбрасывала крошки. Я еду в поезде, смотрю на все подряд, в окно на девочку с прекрасными глазами. А за окном солдатики лежат и прорастают новыми лесами. Проезжаю я зловещие места, там, где человек, главное богатство недр, где еще с войны бойцы лежат по трое на 1 квадратный метр. Там везде шаги, там голоса, чудные огонечки по болотам, тени по ночам тебе поют, как будто просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я Вершинин Саня, 5-й минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версий, сейчас послушаешь мою, эх, будет интересней. И начнут они вещать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорей, умоляю снова, я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку, 18-й квадрат, черная воронка. Кто слышал этот запах, вы никогда этот запах ни с чем не спутаете. А под утро все взревет, полетит куда-то и попрет на пулемет в штыковую с матом. И деревья все вверх дном, ввысь растут коренья в этом славном боевом месте преступления. Расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Над землею месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Апраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет ленту. Слава им, тем, кто не вернулся. Слава нашим победителям. Вечная Вечная память. память. Да. Ты укрой меня, укрой простынёю белою. Вот я и пришел домой, вишня моя спелая. Выставляй вино на стол, что рыдать да маяться. Вот я и домой пришел со свиданьицем. Ох, и сладко спится мне, пусть метель куражится, а что воет пес по мне, тебе только кажется. Нелегкий путь на долю выпал нам на дороге фронтовой. Смертельный бой с врагом вступали мы между небом и землей. А если погибну, отомстите и не пишите маме, нет, пусть ждет, надеется, что встретит. Мне завтра было 20 лет. Все мое детство было наполнено рассказами, воспоминаниями его сестер, моих бабушек. Потом такой он веселый, легкий, жизнелюбивый человек. Наверное, как миллионы других ребят, которые
с той войны не вернуться. Но для нас очень волнительный момент, потому что в нашу семью он сегодня возвращается. Вот я и домой пришел со свиданицы. Позови соседей в дом, сядем, пообедаем и поделимся потом радостями, бедами. И поделимся потом радостями, бедами. Выставляй вино на стол, что рыдать до маяца. Вот я и домой пришел со свиданием. Вот я и домой пришел со свиданием. Не был я крещеным в срок, Господи, помилуй. Зайдет на огонек батюшка Василий. Зайдет на огонек батюшка Василий. Ты укрой меня, укрой покрывалом с кружевом. Не кричи ты надо мной шепотом простуженным. Не кричи ты надо мной шепотом простуженным. Выставляй вино на стол, что рыдать до маяца. Вот я и домой пришел со свиданицем. Вот я и домой пришел со свиданицем. Вот я и домой пришел со свиданицем.